Привет! В любом деле, когда ты только его начинаешь, ошибки неизбежны. Это нормально. Но дураки учатся на своих, а умные на чужих. В этом видео я расскажу об упущенном мною доходе и вместе с вами постараюсь проанализировать допущенные ошибки. В видео я буду ссылаться на неких старших. Это профильные русскоязычные сообщества по нодам, откуда я черпал основную информацию. Спасибо им большое. Оговорюсь, что за все принимаемые мною решения несу ответственность тоже так же я, и ни на кого перекладывать ее не собираюсь. Попрошу вас подписаться на мой одноименный YouTube канал, Instagram, Telegram и Яндекс.Дзен. Там я буду делиться проектами, в которых участвую без вложений. Первый проект, в котором мы не смогли заработать $2400, Юми. Начал участвовать в проекте я в августе 2021 путем поддержания ноды. Ноды – это, как правило, арендованный сервер, на котором постоянно выполняются операции. И эта нода является участником сети. Так вот, после тестнета с нодами был тестнет, который назывался Юмимания. Суть его заключалась в ежедневном совершении тестовых операций на сайте. Длился он около 2 недель, и в количестве кошельков ограничений не было. У нас с супругой было, а мы делаем все вместе, 9 кошельков, и получили по окончании тестнета 15 тысяч токенов, что на тот момент при средней цене 16 центов равнялось $2400. Сейчас это $272. Токены мы не продали и решили поиграть в долгосрочных инвесторов. Почему мы так сделали? Старшие заявляли, что проект ждет большое будущее, и что те, кто поддержит токены в долгую, все будет в порядке. Кроме того, предлагали делегировать токены в них. Общие выводы будем делать в конце, а пока переходим к следующему проекту. В этом проекте я также держал ноду, за что получил свободных в продаже 500 токенов, что при цене в $1 равнялось соответственно $500. Сейчас это $192. Токены я также не продал, так как со всех утюгов кричали, что это проект о технологиях и его ждет светлое будущее. Я же, в свою очередь, был искренне заинтересован в этом проекте и оставил токены для собственной микс-ноды. Старшие также кричали о том, что у них есть инсайды, что токены надо поддержать, и предлагали заделегировать эти токены в них. ССВ. Кто участвовал, тот не забудет этот сумасшедший мониторинг 24/7 в готовности отправить заранее заготовленную команду в кран Дискорда. Тогда мы получили 40 монет, что равнялось $400. Сейчас это $290. Здесь просадка не такая значительная. Что я сам могу сказать на основе этих 3 кейсов? Изучайте разную информацию, но принимайте решения, основываясь на собственных рассуждениях и целях. Авторитетные сообщества, люди преследуют собственные цели, которые не всегда совпадают с вашими. Они могут быть амбассадорами, либо выполнять какую-то работу для проекта, поэтому не всегда приходится рассчитывать на объективность. Учитывайте сферу, в которой действуете. Крипта – это высокорискованный и высоковолатильный рынок. Действуйте осознанно и по возможности с минимальными затратами, как из моих примеров выше. В моем случае это была лишь аренда серверов. Всегда фиксируйте прибыль. Завтра это все может превратиться в фантики. Ранее я упоминал проект NUM. Тестнетерам, таким как я, задержание ноды проект дал приоритетную очередь на CoinList, в результате чего можно было заработать $2000. Мой же аккаунт платформа забанила, и не все продали токены NUM. И сейчас эти $2000 равны 385. Проект Юми также дал мне приоритетные очереди в 2 опции по $500 каждая. И эти $1000 сейчас равны 280. По получению приоритетных очередей совет простой. Больше нод, больше наград. Раньше я ставил по одной ноде на проект, но со временем стал масштабироваться. Трейдинг для меня сейчас – это желание находить закономерности даже там, где их нет и не может быть. Все чувствовали себя супертрейдерами на бычьем рынке, когда он рос. Мы также смогли заработать и слетать на эти деньги, отдохнуть в Дубай. Но потом настал медвежий рынок, и в итоге общий убыток за трейдинг составил $1600. Поэтому я бы советовал не опьяняться случайным результатом и не думать, что это будет продолжаться бесконечно. В настоящий момент манипуляции с ценой для меня не интересны. Все токены и реварды я вывел в фиат. Буду признателен, если в комментариях вы поделитесь собственным опытом, расскажете, какими правилами руководствуетесь и какие уроки вынесли для себя.